На нашей прекрасной планете есть страна, в которой любой гость чувствует себя легко и комфортно, как в своем доме. Откуда ты? Какая у тебя национальность? В какого бога ты веруешь? Это не имеет значения. Здесь рады любому человеку. Добро пожаловать! Здравствуй, друг. Итак, это Республика Казахстан, страна Великой Степи. Находится в центре Евразийского континента. Большая ее часть относится к Азии, а меньшая к Европе. Площадь территории 2 724 900 квадратных километров. Это 9-е место в мире. Казахстан граничит на севере и западе с Россией. Данная граница является самой длинной непрерывной сухопутной границей в мире – 7591 километр. На востоке с Китаем, на юге с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном. Столица – город Нур-Султан. Государственный язык казахский, относится к тюркским языкам кыпчакской языковой группы. В Казахстане на 2022 год проживает свыше 19 миллионов человек и более 130 национальностей. Среди них такие малочисленные, как алеуты, вепсы, ижорцы и другие. Коренной этнос казахи составляет около 70% всего населения на 2022 год. Главными отличительными качествами казахов являются уважение к старшим, гостеприимство, доброжелательность, постоянная готовность прийти на помощь, а также высокая толерантность и уважение к людям иной национальности и религии. Народ Казахстана живет очень дружно, перенимая друг у друга все самое лучшее, уважает культуру и традиции всех этносов. Это является хорошим примером для всего мира. 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народов Казахстана. Одной из главных задач, которой было заявлено – сохранение и дальнейшее развитие культурных ценностей и традиций всех, без исключения, народностей Республики Казахстан. Одним из маркеров интереса к опыту Казахстана стал приезд к нам 23 сентября 2001 года Папы Римского Иоанна Павла II. По результатам визита он выразил одобрение курсу межнационального и межконфессионального согласия. Логическим продолжением движения по выбранному пути стало проведение в столице 23-24 сентября 2003 года первого съезда лидеров мировых и традиционных религий. В нем приняли участие 17 религиозных делегаций из 13 стран. В ходе форума было проведено много мероприятий, в том числе совместная молитва всех представителей. Съезд продемонстрировал необходимость воплощения идеи сотрудничества и единства представителей различных религий во имя мирной жизни людей всей планеты. Казахстан предстал пред всем миром страной, где достигнуто подлинное общественное и межрелигиозное согласие и единство. Было принято решение о регулярном проведении форума. Для этой цели к 2006 году в столице был построен Дворец мира и согласия. 10-11 октября 2018 года состоялся уже 6-й по счету форум. В его работе приняли участие более 82 делегаций из 43 стран мира, представляющие все мировые и традиционные религии, а также авторитетные религиозные и международные организации. Сегодня Казахстан совместно с Японией лидеры антиядерного движения. Но
Начнем с самого начала и перенесемся в середину 20 века. «29 августа 1949 года ровно в 7 часов в Казахстане прогремел взрыв 22-килотонной ядерной бомбы. Это было первое ядерное испытание Советского Союза. Так началась мрачная история Семипалатинского полигона. Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Самый крупный ядерный полигон 20 века. Расположенный в северо-восточной части Казахстана общей площадью 18 500 квадратных километров. Всего за 40 лет на полигоне было проведено 777 полных ядерных взрывов, хотя в разных источниках часто приводится цифра 456. Сам полигон и прилегающие к нему территории оказались заражены радиацией и признаны зонами экологического бедствия. Некоторые зараженные участки полигона будут представлять опасность и оставаться непригодными для жизни на протяжении свыше 1000 лет. Ядерные испытания на полигоне стали причиной преждевременной смерти тысяч граждан и в целом высокой смертности населения. Был нанесен большой ущерб здоровью нескольких поколений в районах вокруг полигона. «12 февраля 1989 года после очередного ядерного испытания произошел выброс радиоактивных газов на поверхность Земли. Это стало причиной появления в республике международного антиядерного движения Невада-Семипалатинск. Его основными целями стали: первое – закрытие полигона, второе – реабилитация пострадавшего населения, оздоровление окружающей среды. Невада-Семипалатинск остановила на Семипалатинском полигоне 11 взрывов из запланированных 18. Последний взрыв состоялся 19 октября 1989 года. Наконец, полигон затих. Ровно через 42 года, в тот же день первого взрыва, 29 августа 1991 года, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В 2009 году прошла 64-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. По итогам сессии 29 августа, день закрытия полигона, был объявлен Международным днем действий против ядерных испытаний. В том же 1991 году случился распад СССР. Казахстан автоматически оказался государством с ядерным запасом, который был четвертым по мощности в мире. Это около 1400 боеголовок. Но, являясь сторонником прекращения ядерных испытаний и ядерного разоружения, Казахстан добровольно отказался от ядерного арсенала и получил гарантии безопасности, ненападения и территориальной целостности от государств, входящих в ядерный клуб. Все это время Республика Казахстан постоянно участвует во всех мероприятиях по ядерному разоружению. Ну а теперь, друг мой, попробуй угадай, что или кто может быть одновременно средством передвижения и пищей. Конечно же, мы говорим о лошади. В степях северной части современного Казахстана, в поселении Бутай, археологами были обнаружены останки первой одомашненной лошади. Инициаторами исследования стала группа ученых из Эксетерского университета Великобритании совместно с коллегами из Казахстана. Возраст находок 5500 лет. С
тех древних времен лошадь стала другом и помощником человека. Казахи являются народом, вышедшим из тюркской кочевой цивилизации. Для казахов лошадь не только средство передвижения и пищи. Конь для кочевника был дороже любых драгоценностей. Жеребцов-производителей охраняли круглосуточно, как самое большое сокровище. И сегодня в Казахстане лошадь сохраняет свое место рядом с человеком. Коротко, еще несколько интересных фактов о нашей стране. Космодром Байконур. 4 октября 1957 года запуск первого в мире искусственного спутника Земли. 12 апреля 1961 года первый космический полет человека Юрия Гагарина. 16 июня 1963 года первый в мире полет женщины-космонавта Валентины Терешковой. 18 марта 1965 года запуск ракеты, с которой был осуществлен первый в мире выход человека в открытый космос Алексея Леонова. Спортивный комплекс Медео расположен в городе Алматы на высоте 1691 метра. Самый высокогорный из действующих открытых стадионов. Лидер по количеству установленных мировых рекордов в конькобежном спорте. 320 рекордов в период с 1952 по 1988 годы. Научно доказано, что Казахстан – родина яблок и тюльпанов. Наша страна и сейчас является хранителем, прародительницей всех яблонь земли, яблони Сиверса. А сейчас коротко о другом. Республика Казахстан. Миролюбивое государство, проводящее многовекторную политику, которое ни с кем не враждует и готово дружить со всеми. Страна, у которой есть душа и есть сердце. Друг мой, мы рады, если смогли пробудить у тебя интерес к Казахстану. Этот канал – часть Казахстана. Будешь ты гостем этого канала или решишь посетить нашу страну, наш народ всегда скажет: добро пожаловать в Казахстан.